Рыбаки и прохожие перепугались до смерти, когда эта огромная рыба попалась на крючок. Это была часовая борьба, но, наконец, этому совершенно измученному человеку удалось вытащить огромную 1-2-метровую рыбу на сушу. Но затем наступил момент шока. Марк Ларсон, 42-летний мужчина, который вытащил огромную рыбу на берег, позже подтвердил СМИ, что никогда в жизни не испытывал ничего столь странного. И в данном случае он даже не говорил о рыбе длиной 1,2 метра, о достижении, о котором многие рыболовы могли бы только мечтать. Но улов был ничтожен по сравнению с открытием, которое он сделал во рту рыбы. Все началось в то утро. Марк был известен в регионе как опытный ручной рыбак. Возможно, многим это название не знакомо, но в некоторых частях Соединенных Штатов это хорошо известная техника. Речь идет о том, чтобы полностью погрузиться в воду и двигать пальцами вверх-вниз в надежде, что рыба укусит вас за руку. Он вошел в воду в своих ботинках с капюшоном и закатал рукава. Он погрузил в воду все предплечье целиком. «Это лучшая техника ловли сома», — сказал он. «У них нет зубов, поэтому сама процедура не очень опасна. Однако они могут сильно сосать, и это может привести к незначительным травмам». В то же утро Марк уже поймал несколько небольших сомяков. Он увидел, как под поверхностью воды, примерно в 1 пане метрах от него, появилась большая тень. Оно двигалось медленно, но он был уверен, что оно приближается. Это была самая крупная рыба, которую он когда-либо видел. И поверьте мне, это говорило о многом, поскольку Марк рыбачил более 25 лет. Марк был не единственным, кто видел появление этой рыбы. Его опыт был известен по всей округе, и он тоже привлек внимание многих прохожих. В тот день Марк в панике выпрыгнул из воды. Не было никакого способа решить это своими руками. Он вытащил удочку особого типа. Это был длинный шест с тупым крюком на конце. Здесь Марк разложил немного сырого мяса, и тогда могла начаться титаническая битва между Марком и озерным чудовищем. Рыба тянула изо всех сил, несколько раз чуть не утащив Марка в озеро. Даже местные полицейские, совершавшие обход вокруг озера, были там, чтобы полюбоваться зрелищем, но вскоре они перепугались до смерти. Все видели огромную рыбу издалека, но они еще не осознавали размеров этого зверя. Казалось, только Марк осознавал серьезность этого вопроса. «Привези трейлер!» Он заорал во всю глотку. Эта рукопашная схватка продолжалась бы более 3 часов. Наконец, измученному Марку удалось вытащить животное из воды. Это была изнурительная борьба, но Марк пересек финишную черту первым. Вместе с 8 другими людьми он привел животное в трейлер. Но самое большое потрясение было еще впереди. В трейлере были весы, на которых можно было взвесить гигантское животное. Это был беспрецедентный улов, и он попал бы во все заголовки газет. Марк знал это. Оказалось, что он весил более 200 килограммов, рекорд, который продержится еще несколько лет. Но тут сом открыл свою огромную морду. Марк осмотрел пасть гигантского животного и сразу же почувствовал озноб по всему телу. Пасть сома, казалось, осветилась. В ней были отражения. Все прохожие, и особенно полиция, немедленно подошли. Пасть огромной рыбы сияла так, как никогда раньше. Он был наполнен сотнями крошечных камешков, похожих на бриллианты. Рот действительно был полон бриллиантов. Все были шокированы, но офицеры смотрели друг на друга и кивали. «Мы знаем, откуда берутся эти алмазы», — сказал один из офицеров. «В конце концов, мы здесь не случайно. В течение нескольких дней мы патрулировали эти воды. На самом деле эти бриллианты из Национального музея. Они имеют коммерческую стоимость около 20 миллионов долларов и являются частью более крупной кражи». «Но как он попал к этим рыбам?» — спросил Марк. «Благодаря некоторым источникам мы узнали, что эти воры выбросили всю добычу в озеро. Однако до этого момента мы не обнаружили никаких следов награбленного преступниками, о которых идет речь. Рыба, должно быть, случайно увидела блестящие камешки и подобрала их ртом». Марк бросился к своей машине и схватил небольшое устройство. Он выровнял его по центру и положил на сома. «Это датчик вибрации. Он обнаруживает вибрации в воде и отправляет их на компьютер моей машины». Датчик был очень мощным и улавливал вибрации по всему озеру.
Когда воры возвращались, чтобы выбросить остальную добычу, датчик замечал вибрацию. Затем это маленькое устройство сообщало бы о точном местонахождении воров. Это случилось ночью. Марк и один из агентов остались в машине и держали наготове свои портативные рации. Более 50 офицеров бесшумно передвигались и спокойно выстроились вокруг озера. В 1:52 ночи, в течение нескольких минут, по меньшей мере 8 полицейских были на месте происшествия, и благодаря этому они поймали грабителей с поличным. Мужчины были арестованы, и им удалось вернуть выброшенную добычу. Мэр присвоил Марку звание почетного гражданина, и теперь он всемирно известен, простой рыбак, который спас со дна озера более $54 миллионов, и все благодаря самой крупной пресноводной рыбе в мире.